Кажется, Ким Тэ-хён никогда не перестает удивлять своих поклонников, заставляя их затаить дыхание. Не грандиозными выступлениями, безупречной хореографией или ослепительными прожекторами, а маленькими, глубоко человечными моментами. На недавно появившейся фотографии Тэ-хён держит на руках маленькую девочку по имени Кимчи. Малышка крепко спит у него на руках, ее крошечная ручка нежно сжата, словно она нашла самое безопасное место в мире. Это простое фото, не требующее много слов, но достаточно сильное, чтобы вызвать у любого, кто его увидит, одновременно теплые и трогательно нежные чувства от невероятной милости. Фотография быстро распространилась в социальных сетях и мгновенно стала горячей темой среди фанатов. Многие признались, что долго смотрели на нее, прежде чем наконец улыбнуться, тихонько рассмеяться и испытать чувство, которое трудно выразить словами. То, как Тэ-хён держит Кимчи, выглядит так естественно, бережно, нежно и с любовью. Нет никакого притворства, никакой позы, которая бы выглядела как попытка продать изображение. Все кажется искренним, словно это частный семейный момент, случайно запечатленный камерой. Для поклонников это одна из причин, почему Ким Тэ-хён кажется таким особенным. Он не только мировой кумир с миллионами поклонников по всему миру, но и человек, способный дарить утешение одним простым изображением. Мягкая аура, которую он излучает, находясь рядом с Кимчи, заставляет многих говорить, что от него исходит сильная «папина аура», выражение, отражающее теплоту, спокойствие и чувство защищенности, редко встречающееся у публичных личностей такого уровня популярности. Эта теплота ощущается еще сильнее, когда поклонники пересматривают историю в Инстаграм, опубликованную матерью Танни. Судя по публикации, Тэ-хён проводил время в торговом центре вместе с Кимчи и семьей. Момент кажется невероятно обычным, почти как снимок повседневной семейной жизни. И именно эта обыденность делает его особенным. Несмотря на плотный график и давление, связанное с публичностью, Тэ-хён все же находит время, чтобы полностью побыть с самыми близкими ему людьми. Не было излишнего гламура, попыток создать сенсацию, простое единение, тихий смех, неспешные прогулки по торговому центру и присутствие Тэ-хёна как члена семьи. Для многих поклонников этот момент стал глубоко успокаивающим. Как будто Тэ-хён тихо показывал, что за всеми своими главными достижениями он все еще ценит мелочи, которые придают жизни смысл. Теплота Ким Тэ-хёна на самом деле не нова. С самого начала своей карьеры в индустрии развлечений он был известен как эмоциональный, экспрессивный человек, не боящийся показывать свои чувства. Однако с возрастом и приобретением опыта эта теплота трансформировалась в нечто более зрелое. Он не только теплый, но и спокойный, не только нежный, но и глубоко осознающий свою роль как фигуры, за которой наблюдают и которой восхищаются многие. Его общение с детьми, включая Кимчи, часто раскрывает эту его сторону. То, как он опускается до их уровня, обращает внимание на мелкие детали и полностью сосредотачивается, демонстрирует глубокое чувство эмпатии. Многие поклонники считают, что именно такие моменты показывают настоящего Ким Тэ-хёна, не сценический образ или версию из журнальных изданий, а человека таким, какой он есть на самом деле. В то же время Тэ-хён продолжает демонстрировать свое огромное влияние в мире моды и популярной культуры. Его недавнее появление на обложке GQ Корея еще раз доказало силу имени Ким Тэ-хёна. На фотосессии он был в браслете Cartier, который вскоре был распродан на официальном сайте. Это явление уже не вызывает удивления, но все еще кажется необычным. Все, что носит Тэ-хён, приобретает особое очарование, словно он способен вдохнуть жизнь в каждый предмет, к которому прикасается. Однако его влияние выходит за рамки объемов продаж или модных тенденций. Он несет в себе целую историю. Он представляет собой образ современного мужчины, который не боится быть нежным, чувствительным и эмоционально открытым. В мире, который часто требует жесткой маскулинности, Тэ-хён предлагает иное определение, что теплота, эмпатия и эмоциональная чувствительность являются формами силы. Именно это влияние делает Ким Тэ-хёна объектом восхищения не только поклонников, но и коллег-айдолов, особенно представителей молодого поколения. Недавно Сонха из By Next Tidaur открыто упомянул Ким Тэ-хёна как человека, которым он восхищается. Для многих это упоминание может показаться простым, но оно наполнено смыслом.
В высококонкурентной индустрии такое признание показывает, насколько велико влияние Тэхёна как образца для подражания. Будучи старшим, Тэхён показывает, что успех не должен достигаться ценой человечности. Он остается приземленным, продолжает ценить окружающих и остается верен принципам, которые ему дороги. Именно это делает его уважаемым, а не просто обожаемым. Молодые айдолы видят в Тэхёне не только огромную звезду, но и пример того, как можно построить долгую карьеру, сохраняя теплоту и порядочность. В поп-индустрии, которая часто требует безупречного совершенства, Ким Тэхён сияет именно благодаря своей смелости быть человеком. Он не скрывает своих эмоций, не подавляет интереса к мелочам и не стесняется проявлять привязанность. Будь то выступление на сцене перед тысячами зрителей, закулисье фотосессии для журнала или тихий момент, когда он держит на руках спящего младенца, момент с кимчи, кажется, символизирует эмоциональный путь Ким Тэхёна, портрет, воплощающий нежность, зрелость и растущее с течением времени чувство ответственности. Многие поклонники видят в этом моменте не просто что-то милое, а отражение заботливого и внимательного характера Тэхёна. Не будет преувеличением сказать, что Ким Тэхён теперь вышел за рамки определения обычного айдола. Он – культурная фигура, символ тепла и живое доказательство того, что большое влияние не всегда достигается громким шумом. Иногда наибольшее воздействие рождается из спокойствия, нежного прикосновения и искреннего присутствия. В каждой роли, которую он исполняет, Ким Тэхён дарит чувство, утешение поклонникам, восхищение коллег-артистов и уважение тех, кто следует по его стопам. Он доказывает, что быть образцом для подражания не требует совершенства. Требуется лишь честность с самим собой. И, возможно, именно поэтому каждый раз, когда появляется Ким Тэхён, будь то простая фотография с ребенком, семейный момент в торговом центре или обложка журнала мирового класса, мир реагирует одинаково, замирает на мгновение, улыбается и чувствует тепло. В конце концов, Ким Тэхён – это не просто айдол, сияющий благодаря таланту и популярности, но и благодаря теплу, которое он приносит, куда бы ни пошел. От простого момента, когда он держал кимчи на руках, до времени, проведенного с семьей, и до его огромного влияния в мире моды и развлечений, Тэхён продолжает демонстрировать, что нежность и эмпатия – неотъемлемые части его личности. Он является успокаивающим, вдохновляющим примером, дарящим чувство безопасности как поклонникам, так и поколению айдолов, которые видят в нем образец для подражания. В быстро меняющемся мире, полном требований, Ким Тэхён напоминает нам, что теплота, искренность и человечность – это величайшая сила, которой может обладать звезда. С течением времени подобные моменты начинают формировать более широкую картину, выходящую за рамки одной фотографии или мимолетного поста в социальных сетях. Они постепенно сплетаются в повествование о том, кем становится Ким Тэхён не только как артист, но и как личность. Поклонники, которые следили за его путем годами, часто говорят, что в наблюдении за его ростом есть что-то тихое, успокаивающее. Нет спешки, нет необходимости что-либо доказывать, только неуклонная эволюция, сформированная опытом, размышлениями и искренними эмоциями. Когда Тэхён впервые появился на сцене, он был известен своими выразительными глазами, глубоким голосом и эмоциональной открытостью, которая казалась почти редкой в индустрии, построенной на совершенстве. Со временем эта открытость не исчезла. Напротив, она созрела. Она смягчилась, став более спокойной, уравновешенной и уравновешенной. Теплота, которую видят поклонники сегодня, не внезапно и не искусственно, это результат лет, потраченных на то, чтобы понять, кто он и что для него действительно важно. Вот почему такие моменты, как объятие кимчи, так глубоко отзываются в душе. Они кажутся тихим подтверждением всего, что поклонники чувствовали все это время. Что за славой, наградами и мировым признанием Тэхён остается человеком, который ценит связь, присутствие и эмоциональную честность. На этом единственном снимке нет образа айдола, который нужно изображать, нет ожиданий, которым нужно соответствовать, только мужчина, нежно держащий спящего ребенка, полностью присутствующий в моменте. Многие поклонники описывают чувство неожиданного умиротворения, которое они испытали, увидев фотографию. Это не было волнением или шоком, а что-то более мягкое. Чувство, которое осталось надолго.
Это напоминание о том, что нежность все еще существует в мире, который часто кажется шумным и подавляющим. В каком-то смысле Тэхён стал зеркалом для эмоций, которые люди не осознавали, что несут в себе стремление к спокойствию, безопасности, искренности. Это чувство спокойствия распространяется не только на личные моменты, но и на то, как Тэхён ведет себя на публике. Несмотря на то, что он является одной из самых узнаваемых фигур в мире, в его поведении заметно отсутствие высокомерия. Он, кажется, не поглощен необходимостью постоянно утверждать свой статус. Вместо этого он позволяет своему присутствию говорить само за себя. Это тихая уверенность, часть того, что делает его таким притягательным. Она построена не на доминировании или зрелищности, а на подлинности. Тэхён не стесняется проявлять мягкость и не рассматривает чувствительность как нечто, что нужно скрывать. Тем самым он бросает вызов устоявшимся представлениям о мужественности, особенно в индустрии развлечений. Для молодых поклонников и кумиров такое представление имеет большое значение. Видеть, как человек, достигший вершины своей карьеры, проявляет мягкость без извинений, посылает мощный сигнал: сила не обязательно должна быть громкой, а успех не требует эмоциональной отстраненности. Тэхён показывает, что можно быть уважаемым, восхищаемым и влиятельным, оставаясь при этом добрым и эмоционально открытым. Это влияние становится еще более очевидным, когда о нем говорят другие артисты. Упоминание от молодых кумиров – это не просто выражение восхищения, это признание их влияния. В индустрии, где конкуренция жесткая и сравнение происходят постоянно, быть названным образцом для подражания говорит о многом. Это говорит о том, что присутствие Тэхёна оставило след, выходящий за рамки музыкальных чартов или модных заголовков. Как опытный артист, он ведет не поучениями, а личным примером. Он демонстрирует, что долголетие строится не только на таланте, но и на характере. Что верность себе – это не слабость, а фундамент. Этот рост не означает отказа от того, кем ты был, а скорее его совершенствование заботой и вниманием. Поклонники часто размышляют о том, как изменилась энергия Тэхёна за эти годы. Сейчас в нем меньше беспокойства, меньше спешки. На смену этому пришла тихая уверенность, ощущение, что он знает, где находится, и чувствует себя там комфортно. Этот сдвиг не делает его менее страстным, он делает его более присутствующим. Даже в его влиянии на моду видна эта зрелость. Хотя его появление продолжают задавать тренды и распродавать предметы роскоши, в том, как он воплощает моду, есть тонкая элегантность. Он не подавляет одежду, он сосуществует с ней. Каждая вещь, кажется, адаптируется к его настроению, а не определяет его. Мода становится продолжением самовыражения, а не представлением. И все же, несмотря на гламур, окружающий его публичный образ, именно самые простые моменты часто оставляют самое глубокое впечатление. Прогулка по торговому центру с семьей. Тихий смех, разделенный вне поля зрения камер. Спящий младенец, мирно уложенный у него на руках. Эти моменты не созданы для того, чтобы стать вирусными, но именно они дольше всего остаются в памяти людей. Возможно, это потому, что они напоминают нам о чем-то фундаментальном, о том, что самые значимые жизненные переживания часто происходят в тишине. Тэхён, кажется, интуитивно это понимает. Он не гонится за вниманием ради этих моментов, он позволяет им существовать естественным образом. И когда ими делятся, намеренно или нет, они находят отклик, потому что кажутся настоящими. Также присутствует чувство ответственности, которое приходит с этим этапом его жизни. Не бремя, а осознание. Тэхён, кажется, осознает влияние, которым он обладает, и осторожен в том, как он его использует. Его доброта кажется преднамеренной, его присутствие – целенаправленным. Он, кажется, понимает, что люди наблюдают за ним не только за его достижениями, но и за тем, как он живет. Это осознание не делает его отстраненным. Напротив, оно делает его теплоту еще более искренней. Он не демонстрирует доброту, он ее практикует. Во взаимодействии с детьми, с семьей, со сверстниками присутствует постоянство, которое фанаты узнают и которому доверяют.
Со временем эта стабильность создает нечто редкое в мире развлечений – чувство безопасности. Фанаты часто описывают Тэхёна как человека, вселяющего уверенность, даже когда он не говорит и не выступает. Утешение заключается просто в том, что он существует таким, какой он есть, спокойным, искренним и эмоционально уравновешенным. С годами становится ясно, что наследие Ким Тэхёна не будет определяться исключительно цифрами или рекордами. Эти достижения важны, но это не вся история. Его истинное влияние заключается в том, как он заставляет людей чувствовать себя замеченными, понятыми, спокойными. В культуре, которая часто воспевает постоянное движение и бесконечные амбиции, Тэхён представляет собой более тихий вид успеха. Успех, который ценит баланс. Успех, который уважает эмоции. Успех, который признает важность замедления темпа и сохранения того, что действительно важно. В этом контексте образ, где он держит кимчи, становится символичным. Речь идет не просто о милости или папиных вайбах. Речь идет о доверии, о присутствии, о способности заставить кого-то, пусть даже самого незначительного, почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы спокойно уснуть в твоих объятиях. Такое доверие нельзя наиграть. Его нужно заслужить. И поэтому каждый раз, когда Ким Тэхён появляется, будь то в ярком выступлении, в модной фотосессии или в тихом личном моменте, он продолжает напоминать миру, что влияние не всегда приходит с шумом. Иногда оно приходит мягко, нежно и именно поэтому остается дольше. В конце концов, возможно, именно поэтому люди останавливаются, когда видят его. Не потому, что их переполняют эмоции, а потому, что они чувствуют что-то знакомое и утешительное. Тепло, которое не требует внимания, а естественным образом притягивает его. Присутствие, которое успокаивает, а не впечатляет. Путь Ким Тэхёна еще не закончен, но одно уже кажется несомненным: его запомнят не просто как звезду, а как человека, который выбрал доброту, искренность и эмоциональную честность в мире, который часто забывает об их ценности. И этим выбором он оставляет после себя нечто гораздо более долговечное, чем слава, тихое напоминание о том, что доброта, если ее принять полностью, может изменить восприятие мира, пусть даже всего на мгновение.